Просто готова жить этот день. Жрать. Порцию контролировать так и не научилась. Знаешь, по калифорнийским меркам я жирная. Еще 50 калорий. Вот как выглядит бургер ЗОЖ Edition. Красивый ЗОЖ. Только что тряпнула шаурму, но не волосы. Страшненько, да? Мне да. Так, на прошлой неделе все мы помним, сколько бургеров я в себя запихала. Сейчас настал судный день, и мы увидим, чем это все закончилось и обернулось для моего веса. Страшненько, да? Мне да. И позорненько. Итак, я набрала 3,5 паунда. Это всего лишь за неделю. Так, на этой неделе я буду питаться зожно, по-калифорнийски. Мы отправляемся с вами на бранч с человеком, который для меня является примером силы воли, красивого тела, вообще харизмы. Как нужно питаться, чтобы выглядеть как он. Чтобы вы понимали размеры Лос-Анджелеса, вот на встречу с Димасиком мне нужно проехать 1,5 часа. Вообще, Калифорния – это особенный штат. У нас, в принципе, лето круглый год, поэтому вот это вот готовимся к лету здесь не работает. Поэтому люди любят следить за своим питанием здесь, выглядеть всегда на все 100, очень красивые фотографии делать. С Димой мы встречаемся вот в таком модном кафе под названием Eat, что в переводе означает «ешь». Очень даже в тему к нашей сегодняшней неделе. А вот и он. Герой моего сегодняшнего дня. Дима, ты готов меня обучать? Жрать. Да. Ну раз так как я постройнее тебя, я могу себе позволить. Дим, вот скажи мне честно, ты считаешь по калифорнийским меркам я жирная? Ты должен заказать за меня. И то, что ты считаешь, что я должна... Что за ответственность такую на меня перекладывать? Возьми, да. Окей. Я должна, короче, за эту неделю похудеть, и я должна здорово питаться. То есть Но у тебя нет какого-то минимума там. калорий нет. Окей. Мне надо просто здоровое питание. У нас калифорнийское, что считается самым здоровым блюдом? Калифорнийская, мне кажется, только органик джус. Какие-нибудь соки. Мне кажется, самым банальным, что можно заказать во всех кафе, не знаю, как насчет здесь, это всегда можно заказать свежий салат с заправкой лимона, например. Просто выдавить лимон? Ну, например, лимон, да, какой-нибудь салат. На крайний случай, если у них нету, хотя бы цезарь без подливы. Так, что же мне закажет Дима? Yes. Дима берет себе оладушки. Я беру себе оладушки, do you have like a salad? Just a regular salad. I know. What's the healthiest option you guys have on the menu? Я себя спасла. Дима чуть не заставил меня есть салат на завтрак. Дима, скажи мне, пожалуйста, какая наша самая популярная диета? Ой, я вообще не знаю, столько много. Мне тут недавно девушка знакомая сказала, типа, интервальное голодание. Типа, они едят до 6 вечера, и после 6 вообще ничего не едят. Пьют чай, воду. Ну, это что я делаю, но я после И потом, 4, типа, да. в 8 утра только начинают. То есть у всех по-разному. Я не верю, что кость широкая. Ну, то есть, Ну посмотри, она реально широкая, Дима. я вот в это и правда не верю. У всех скелет он один, может быть. Что же ест Дима с прекрасным телом? Yeah, thank you. Посмотри, как аппетитно выглядит. Может, махнемся? Реально? Пойдешь на диету? Урочка. А кашу ты куда себе заказала? Дима, это ты Я заказывал? вообще ничего не заказывал. Я заказал тебе вот это. Я не знаю. Они просто увидели тебя, сказали, не наестся. Давайте кашу дадим. А теперь Помимо блинов, пудры, крема, печенье Орео, масла, наливаем еще кленовый сироп. И у меня сегодня чит мил. Кстати, в Украине я не видела, чтобы вот так вот ели только белки. Не знаю, может, я не обознанная. Но это просто помидоры и листья шпината. Праздник здоровой жизни. Кого оно? Главное не чувствовать чувство вины после этого. А я его не чувствую. Но это не точно. Дим, если я не буду испытывать чувство вины, ты думаешь, я просто могу есть бургеры днями и ночами, и я не поправлюсь? С одной стороны, да. Мне кажется, когда у тебя нет чувства вины за то, что ты, например, съела,
оно будет работать по-другому. Если есть чувство вины, во все уйдет. А если нет Да, чувства я имею в вины, виду, если нет чувства ничего вины. не уйдет, никуда не уйдет. Будете вы как Дима с идеальным телом? Благодарю. Нет, так это правда. Я тебя так и подводку делала, Дим, что ты идеальный. Ну, а знаешь, для каждого свои идеалы. Я не хочу нарываться на комплименты, я их люблю. Вот, но и я сижу на диетах, и я работаю, ты знаешь, 7 дней в неделю в зале, и стараюсь держаться. И то я понимаю, что если бы я этого не делал, и не держал бы себя не в ежовых рукавицах, но в рукавицах, было бы все намного хуже. Если бы я то, что ты ешь, я после этого бы ощущал легкость, мне было бы круто, у меня было полно энергии, улыбка, гуляю, классно. А после этого мне вот сейчас что хочется? Спать. И вот такой наш завтрак обошелся нам в $41 плюс $8 чаевых. Так, дальше я отправляюсь на работу. На работе у нас перерыва сегодня не будет. Начинается смена у нас в 3 часа и заканчивается в 11. И сказали, поешьте перед сменой. Поэтому остатки завтрака пластиковой ложкой мне в помощь. И все. И я пошла есть, потому что даже видео не могу успевать записать. Еще я начинаю практиковать интервальное голодание. То бишь, на сегодня это мое последнее блюдо. На сейчас 3 часа дня. Ну что, подошел к концу мой первый день ЗОЖа. Буду честной. Начался он за здравие, закончился он за упокой. Мой план не есть после 3 часов дня провалился с треском, когда на работе мне предложили пиццочку, 2 кусочка, потом салатик. Но, так как день начался с Димой, я по Диминому завещанию съела и ни о чем не жалею. Надеюсь, завтра мое интервальное голодание будет гораздо более успешным. Так, доброе утро, день 2. Все, просто проснулась, просто отдохнула и просто готова жить этот день. Обычно мое здоровое утро начинается с вот такого яблочного уксуса. Надо ложку, но я на глаз. Вот он, эликсир здоровья. Порционно. 3. Вот я держу в руках 250 калорий, которые сейчас отправятся в тост. Странненько. Кладешь оладушек, тостер. Знаете, сейчас буду как в фильме ловить из тостера, когда выпрыгивает. Вот такое. Ничего не изменилось, просто стали горячими. Более здоровая версия бекона. И из индейки тоже его мы сейчас приготовим с вами в микроволновке. Это как, в принципе, видите, такое замещение продуктов жирных на нежирные. И вот такой вот у меня получился завтрак в 340 калорий. Я вычитала, что, значит, в одной полоске бекона 30 калорий, а оладушки мы уже выяснили 250. Я не выдержала, у бабки стырила, видите, немного, совсем немного кленового сиропа на оладушки. Кстати, кто знает, из чего делают кленовый сироп? Неужто ли из листьев клена? И добавила еще 50 калорий. Сначала бекон из индейки. Просто как ветчина. А это мне нравится даже больше, если честно, чем вот эти вот жирные беконища. Я, наверное, сильно уже американизировалась, но вот такой вот бутерброд из оладушков с беконом мне очень даже заходит. Ну, это реально вкусно. Итак, 3:53. Перед смертью не надышишься и не наешься. Я решила закинуться творогом. И больше, в принципе, не буду есть до завтрашнего дня. И мне все страшно, что я сдохну от голода. Поэтому сейчас я съем пару ложек перед тем, как выбежать на работу. 3 ложечки, я побежала. Так, за маму, за начальника, за похудение. Теперь 7 рабочих часов без еды и домой спать на голодный желудок.
Так, расскажу вам по-быстрому. Значит, закончился у нас второй день. Есть очень хотелось, но не в плане голода, а в плане того, что, вы знаете, я поняла, что я человек, который ест эмоциональный едок. То есть я ем чаще всего от эмоций. В данный момент моя эмоция — это усталость. Но я понимаю, что если я лягу спать, я помогу своей усталости. А если я поем, то усталость не уйдет, я просто напрусь. Вот, это выводы сегодняшнего дня. Переходим к третьему. Куда я вас привезла опять? Да, и это опять in-n-out. Вы скажете, это же неделя ЗОЖа, что ты творишь? А знаете, что я творю? Я хочу вам показать, как калифорнийские фастфуды адаптировались под калифорнийский ЗОЖ. Смотрите, боже мой, даже в середине дня, люди, вы что, не работаете? Опять тут очередь. Смотрите. И это, между прочим, на улице сейчас 3 часа дня. Hey. Что сделала за мало? Ну давайте уже. 4,58 за бургер. Сейчас я вам покажу его. Так, вот он, смотрите. Это здоровая версия бургера, где вместо булки используются салатные листья. Вот так. Вы не знали, теперь знаете. Вот как выглядит бургер ЗОЖ Edition. Знаете, мой эксперимент чуть не сорвался, потому что ужасные дни, у нас опять начался карантин, я вообще лечу в Украину, и вчера я сказала, да, короче, не выставлю я видео про ЗОЖ, и все. Но я осталась на ЗОЖе с течением обстоятельств. После этого ничего не было, но и выводов дня не было, потому что мне было не до этого. И честно, вот я горда собой, что я могу вам показать на примере реальных событий, как можно не заедать. Hello! Ветчиняй! Привет! Видите, мой ЗОЖ продолжается, мои подружки его поддерживают вот такими блюдами. Тунец, видите, свежие овощи. Боже, какая красота! Видите, и ЗОЖ, красивый ЗОЖ, так и назовемся. Мы те, которые всегда худеют и никогда не худые. Печалька. Да. Хотя сейчас еще тему одну расскажу потом. Давай. Я тут тоже... Я почему тут все это сварганила такое? Я перешла, походу, на вегетарианство. Ну, я к этому долго шла. Но не на век. Вот. Но есть вегетарианство, есть вегетарианцы, есть веганы. Угу. И как бы вегетарианцы, они не едят просто мясо, а веганы они не едят еще плюс всю молочку и сифуд. Я чисто для здоровья, не знаю, для спасения зверюшек. Не знаю, А рыбок тебе не жалко? Рыба, блин, она такая божественная, что веганом мне, походу, не быть. Есть много людей, которые оспаривают вот, ну, не вегетарианство, но веганство. Что ты, когда посмотришь на какого-нибудь вегана, это всегда какой-то доходяга с бледным цветом лица, вечно думающий о еде и что ему чем заместить. Как бы, не, на самом деле, я вот сколько сейчас интересуюсь, сколько смотрю. Был у меня такой, да, эпизод, что я... Ну, у меня такой друг веган, но он умер от голода. Я просто смотрела. Если хочешь, я могу дать какой-нибудь соус. Нет, в соусах все калории. Я могу соевый дать. Нет, Это это нормально? соль. Так ты повышаешь соль в организме. Итак, день 5. Собираюсь на работу. Я не ела. Уже, знаете, у меня не здоровое питание, а какое-то здоровое голодание получается. И вот я недавно узнала про такое течение в рамках ЗОЖа, как собрологи. Это люди, которые протестуют против алкоголя, против того, что это все типа мировой заговор и что это алкогольная мафия, поэтому этот наркотик легальный. И в принципе, ну, я это поддерживаю, я поддерживаю все то, что они говорят,
На ужин мы пришли, не отказывая себе ни в чем, включая красное вино. Барбекю с белым винишком. Выпьем за окончание 4-го дня. А новшествами стало, допустим, то, что я в период стресса, вот как сейчас у меня жуткий стресс, я перестала есть. Если раньше я заедала свой стресс, то теперь я поняла, что я заедаю усталость. А вот при стрессе я что-то вообще не могу есть, мне вообще не до еды. Я вообще удивляюсь, как я продолжаю вам это снимать. Но я вам скажу, что пережить его тоже как-то легче. Вот у меня внутри какое-то ощущение полной легкости. И поэтому я, потеряла работу, найду другую. Мне кажется, если бы я была под бургерами, то я бы, наверное, очень грустила, злилась. Ну, конечно, мне кажется, я его переношу достаточно хорошо. Вот не хотела вам показывать, но уже ладно. Смотрите, вот темп жизни, я повторяю здесь, сумасшедший. Вот я сейчас выехала с работы, я понимаю, что так я вам обещала ЗОЖ, я продолжаю сдерживать свое слово, но думаю, где бы мне взять фастфуд ЗОЖ, потому что я такая голодная, что, если честно, у меня аж болит голова, я очень злая, потому что не надо делать то, как я делаю, и просто ем я хорошо, но очень не вовремя. И, короче, сейчас мы будем есть суши в машине. Вы к этому готовы? Искала я, забегала в очко, чтобы подешевле, поэтому, видите, это почти такой вот суши Макдональдс. Так, что у меня есть? У меня есть вот такие вот 4 штуки за $3. А так, як бомжара. Вам тоже кажется, что я уже прям похудела? У меня впали щеки. У меня стали выделяться скулы. И все. Здравствуй, ЗОЖ день номер 6. Завтрак мой начнется с того, что у меня ничего нет в холодильнике, и поэтому я съем хлеб, бейгл с крем-сыром. Говорят же, что на завтрак углеводы можно. Да, я вам показываю, это так называемый экстремальный ЗОЖ в условиях очень непростых, потому что я переезжаю в другую страну и пакую вещи, и мне вообще не до еды, поэтому я стараюсь, как могу. Что ж, а на обед у меня будет мой любимый мексиканский фастфуд, который я вам покажу тоже, как можно сделать достаточно здоровым. Смотрите, у нас уже такая красота, все к Новому году украсили, и вот он называется Чипотле. Сейчас пойдем. Рождество под пальмами. Так, вот так оно выглядит. Здесь можно брать тоже так все бурритосы, но можно брать и здоровую еду. Вот такие люди. Шуба, шлепки. Шуба, шлепки. Так, смотрите, вы себе можете выбрать из меню. Вот я выберу бол. Буррито — это значит все завернуто в такой специальный лаваш, а бол — это просто вам все насыпают в тарелку. Так, что я себе буду заказывать? Я выбираю, видите, на выбор есть белый рис и коричневый. Я беру коричневый. Немножко черная фасоль, но есть и светлый. Yeah. Can I get a mix of barbecue and steak? Thank you. Так, все это мне обошлось $9. Покушать все можно вот на таких. Это просто общественная лавочка, поскольку заведение сейчас кушать нельзя. Видите? Что же у меня здесь? Вот такая вот миска. Да, я называю это ЗОЖем. Просто я так люблю вот эту чипотле, боже мой. Это американская версия мексиканской еды. Что здесь особенного? Я не знаю. Я не знаю, что придают. Это специи. Специи, которые придают еде особый вкус. Поскольку соуса тут особо нет. Это просто сметанка. Только что хряпнула шаурму, но не в лаваше. Типа такой гибкий ЗОЖ. Так, признание обжоры. Я не знала, соврать или не соврать. Мы пришли домой,
И я хряпнула блин с творогом. Блин, думаю, что теперь делать? Врать, не врать, но вы же все равно не узнаете. Но я же за честность, видите, это у меня какой-то детектор лжи. Я проснулась честно, вообще ощущение офигенное, времени продолжает не хватать, но хотя бы сейчас я себя чувствую, если начинает нравиться, смотрите, начинаю краситься, красиво одеваться, они вот это. Фу, блин, еще и прыщи выскочил. Все, я, короче, полетела, опаздываю, покажу вам. А ужин у нас что? Бургер, но не простой, а вегетарианский. Вот знаете, всегда говорится, что раз вегетарианское, значит полезно. Но полезно не всегда малокалорийно. И здесь вот у нас популярные такие вот бургеры, в которых нет мяса. Представляете, котлета, но она без мяса. Из чего же он состоит? Смотрите, помидорки, авокадо и вот такая вот котлета. И у меня вот такой вот опять коле, потому что в Украине его почти не готовят. Так просто на сковородочке с чесночком, лучком и орешками, да, но больше в бургере. Видите, его все равно заливают соусом. Я думаю, калорий, если честно, в нем больше, чем даже в обычном. Жируют же вегетарианцы у нас тут. Тебе не листья на огороде собирать. Закончилась моя так называемая неделя ЗОЖа. А в течение нее я не придерживалась никакой особой диеты, я вам просто рассказывала и показывала о разнообразии подхода. Кто-то, допустим, может кушать бургеры, которые вегетарианские, да, но по калорийности они нисколько не меньше, чем обычный бургер, просто в них нет мяса, и люди уже считают это ЗОЖ. Или, допустим, кто-то делает свои голодовки, при этом мирно сходит с ума. Потом мы послушали рассказы, допустим, Димы, который говорит о том, что главное — это быть здоровым в своей голове. Дим, каково оно? Главное не чувствовать чувство вины после этого. Вот в том-то и дело, кто-то кушает, а кто-то не кушает. На самом деле существует сумасшедшее количество диет, а особенно в Калифорнии, в которой люди просто помешаны на своей внешности, на здоровом образе жизни. Как зожничать, уже выбирать вам. А я останусь на интервальном голодании, и наконец-то, я надеюсь, стрелочка весов упадет, потому что стресс мой закончился, и вот уже я лежу в Нью-Йорке, завтра буду лежать в Украине, буду худеть на борщах. Контрольное взвешивание. Значит, за неделю ЗОЖа я потеряла всего лишь 1 паунд, а за неделю фастфуда набрала 3. То вывод. Проще не толстеть, чем худеть.